Дорогие друзья, сегодня мы обсудим важнейший аспект духовной трансформации. В мире, полном хаоса и перемен, мы часто ищем опору. Нечто, что даст нам силу пройти сквозь бури, обрести цель, почувствовать смысл. Мы изучаем техники, манифестации, принципы материализации желаний, но что-то по-настоящему глубокое ускользает. Почему? Потому что мы все еще ищем снаружи то, что живет внутри. Вот как говорит нейропсихолог Алан Шор. Самое важное путешествие человека– это не движение вовне к покорению мира, а погружение внутрь к открытию своей истинной природы. Мы тратим жизнь на восхождение по лестнице успеха только для того, чтобы обнаружить, что она стоит не у той стены. А истинная вершина всегда была внутри нас. В процессе регрессивной терапии мы работаем над расторжением энергетических контрактов, тех внутренних обещаний, которые мы неосознанно дали себе и миру, таких как быть жертвой, подчиняться деструктивным программам, играть чужие роли, подстраиваться под чужие ожидания или жить по чужим правилам. Эти контракты ограничивают наш потенциал, истощают нашу силу, уводят от подлинного пути. Освобождаясь от этих контрактов, мы высвобождаем огромное количество энергии. Но затем неизбежно возникает важный вопрос: куда направить эту освобожденную силу? Чем заполнить пространство, которое раньше занимали тяжелые энергии прошлого? Как закрепиться в новом состоянии? Ключевая мысль: когда мы расторгли контракты с тенью, то самое время заключить новое соглашение с собственной внутренней мудростью, с подлинным «Я». Это не просто освобождение от прошлого, но сознательный выбор нового пути. Представьте это как священное обещание. Быть собой, идти своим уникальным путем, полностью довериться своей внутренней мудрости. Это не просто соглашение с самим собой. Это установление живой связи, которая соединяет ваш внутренний свет с бесконечным источником жизни и света, со Всевышним. Когда человек сознательно заключает такой союз, то происходит глубинная перенастройка всего существа. Вместо прежней ориентации на внешние директивы и ограничения устанавливается прямая связь с внутренним компасом, с тем, что всегда знало ваш истинный путь. Сегодня мы исследуем, как установить и укрепить эту связь. Важно помнить, что истинная трансформация происходит не через усилия и борьбу, а через признание того факта, что внутри вас есть божественный источник, неизменный, живой и любящий. И доступ к нему лежит через внутреннюю работу, через состояние тишины и осознанного присутствия. Живой контакт с источником– это путь домой. После того, как мы научились распознавать телепатические мосты и устанавливать связь с глубинной интуицией, пришло время говорить о самом важном – о живом контакте с источником. С этого начинается настоящий путь к внутренней силе. Не с внешних техник, не с борьбы, а с тишины. С признания «я не один, во мне источник», а потом с разрешения ему проявляться. Мы словно солнечные батареи, забывшие, что их создали для солнца. Мы пытаемся напитаться искусственным светом, когда нам доступен бесконечный поток энергии прямо с небес. Каждое утро– это возможность начать сначала. Пробуждение– это не просто выход из сна, это возможность пробудиться к своей истинной природе. Начните день с простого, но мощного обращения. Я признаю в себе божественное присутствие. Я есть Он. Пусть Твой свет проявляется через мои действия, мысли, чувства. Я не отдельно от Тебя. Я часть Тебя. Мы не пустые сосуды, ждущие наполнения. Мы родники, забывшие о своем источнике. Убери камни, и вода потечет сама. Когда вы идете этим путем, происходит не магия, а чудо. Вы не притягиваете желаемое,
Вы становитесь проводником замысла, который больше вас, и все, что должно проявиться, приходит в нужное время. Это принципиально иной подход к жизни и реализации желаний. Звезды не просят разрешения светить, роза не заставляет себя благоухать. Почему же мы думаем, что нашу суть нужно создавать усилием? Главное понимание, которое я хочу сегодня передать: нам не нужно создавать что-то новое. Нужно только очиститься от чужого, ненужного, отжившего и позволить истинному проявиться. Это как с мрамором. Скульптор не создает статую. Он освобождает ее, убирая все лишнее. Так и вы не создаете свою силу, а освобождаете ее из-под наслоений чужих ожиданий, страхов, навязанных убеждений. Ваша истинная природа подобна бриллианту, зарытому в грязи. Вам не нужно становиться бриллиантом, вы им уже являетесь. Вам нужно лишь убрать грязь. Как говорил один из великих: вы не обязаны заставлять себя светить. Вы – свет. Просто перестаньте прятать его. Когда человек расторгает контракт со страхом, он не получает храбрость. Он обнаруживает, что храбрость была в нем всегда, просто страх держал ее в заложниках. Практика живого контакта с источником – это несложная техника. А простое присутствие – это осознанное дыхание, в котором на вдохе вы принимаете божественную энергию, а на выдохе позволяете ей течь через вас в мир. Это тихое слушание того голоса внутри, который всегда знал вашу истину. Представьте, что вы всю жизнь несли на плечах огромный рюкзак с камнями. Теперь положите его. Ощутите легкость. Это не новое чувство, это ваше естественное состояние. Вы просто забыли о нем, пока несли чужую тяжесть. Когда вы заключаете новое соглашение с Божественным внутри вас, вы не обретаете что-то чужое, вы возвращаетесь домой, к себе подлинному. И в этом возвращении начало нового пути, наполненного не борьбой, а потоком, не усилием, а радостью, не страхом, а любовью. Жизнь – это не каменная стена, которую нужно пробить. Это река, в которой нужно научиться плыть. После осознания присутствия Божественного Источника внутри нас наступает решающий второй шаг – дать разрешение этой силе проявиться через нас. Этот шаг требует смелости и доверия, потому что мы отпускаем контроль и становимся проводниками чего-то большего, чем наше эго. Как отмечает выдающийся нейропсихолог Алан Шор, мы не отдельные закрытые системы, а открытые динамические структуры, нуждающиеся в эмоциональном резонансе и связи для нашего развития. Шор в своих исследованиях показывает, что наш правый мозг – хранилище интуиции и глубинной мудрости, настроен на невербальную коммуникацию с другими правыми полушариями и с более глубокими уровнями реальности. Разрешение источнику проявиться. Это не пассивное ожидание, а активное решение. Это осознанный выбор быть проводником, а не создателем. Вместо того, чтобы считать себя отдельным от источника и пытаться что-то притянуть или создать, вы признаете себя выражением божественного присутствия. Это можно выразить такими словами: «Я выражаю твое изобилие и твою любовь через мои действия и мысли. Будь мне опорой». Когда цветок открывается солнцу, он не создает свет, он позволяет свету преобразовать себя в красоту. Этот подход кардинально меняет отношение к желаниям. Вместо того, чтобы считать желания своими и пытаться их реализовать путем борьбы и усилий, мы начинаем воспринимать их как нечто, что стремится быть выраженным через нас. Желание перестает быть бременем личной ответственности и становится указателем пути от источника. Желание – это не ваша личная мечта, а голос вашей души, которая помнит, для чего вы пришли. Когда мы даем разрешение проявиться внутреннему свету, начинается естественный процесс трансформации.
Мы перестаем сражаться с жизнью и начинаем течь вместе с ней. Мы отпускаем необходимость контролировать результаты и доверяемся мудрости более высокого порядка. В этом состоянии разрешения мы больше не пытаемся механистически притягивать желаемое. Мы становимся каналом, через который высшая мудрость проявляется в материальном мире. И в этом секрет истинного изобилия, здоровья и гармонии. Мы не притягиваем то, что хотим. Мы проявляем то, кем являемся, после того, как мы осознали присутствие Божественного Источника и дали разрешение Ему проявляться через нас, важно закрепить эту связь повседневной практикой. И здесь особую ценность приобретает утренняя практика, мост между миром сна и миром бодрствования. Почему именно утро имеет такое значение? Ответ нам дает нейробиология. Когда мы только пробуждаемся от сна, но еще не открыли глаза, наш мозг пребывает в особом альфа-состоянии. Частота мозговых волн в таком состоянии колеблется в диапазоне от 8 до 12 Гц. Это состояние глубокой восприимчивости, когда барьер между сознательным и подсознательным становится более проницаемым. В этот момент мы наиболее открыты для контакта с нашей внутренней мудростью. Альфа-состояние – это состояние естественной медитации, мост между дневным аналитическим умом и ночным интуитивным восприятием. Это идеальный момент для установления связи с источником, когда логический ум еще не включился в полную силу, а тело уже пробудилось от сна. Утро – это не просто начало нового дня, это портал между мирами, когда вы наиболее близки к своей истинной природе. Вот простая и эффективная ежедневная утренняя практика, которая займет всего несколько минут, но может изменить течение всего дня. Проснувшись, не открывайте сразу глаза, почувствуйте свое тело, дыхание, осознайте, что вы пробуждаетесь в новый день. В этом альфа-состоянии обратитесь к божественному источнику внутри. «Я признаю твое присутствие во мне. Я есть ты. Я благодарю за еще один день жизни». Сформулируйте свое разрешение на проявление. «Я позволяю твоему свету течь через меня. Пусть мои мысли, слова и действия сегодня будут выражением твоей мудрости и любви». Осознайте свою роль как проводника и Творца. Сегодня я становлюсь источником вдохновения для себя и мира вокруг. Я не только получаю, но и дарю, не только принимаю свет, но и излучаю его. Проснувшись, не открывайте сразу ваши глаза. Почувствуйте свое тело, дыхание. Осознайте, что вы пробуждаетесь в новый день. В этом альфа-состоянии обратитесь к божественному источнику внутри. «Я признаю твое присутствие во мне. Я есть ты. Я благодарю за еще один день жизни». Сформулируйте свое разрешение на проявление. «Я позволяю твоему свету течь через меня. Пусть мои мысли, слова и действия сегодня будут выражением твоей мудрости и любви». Осознайте свою роль как проводника и Творца. Сегодня я становлюсь источником вдохновения для себя и мира вокруг. Я не только получаю, но и дарю. Не только принимаю свет, но и излучаю его. Важно подчеркнуть, что это не разовая техника, а ежедневная практика. Подобно тому, как физические упражнения требуют регулярности для трансформации тела, так и духовная практика требует ежедневного повторения для трансформации сознания. Каждое утро – это возможность заново установить связь, подтвердить свое намерение, обновить свой договор с источником. Капли дождя, падая на камень каждый день, в конце концов пробивают в нем углубление. Не сила, а регулярность создает изменения.
Позвольте поделиться примером из практики моей клиентки Марины. Год назад она пришла ко мне в состоянии глубокого выгорания, успешная бизнес-леди, которая достигла всего, что планировала, но потеряла радость и смысл. Мы начали работу с утренней практики соединения с источником. Первые 2 недели ничего особенного не происходило, хотя Марина отмечала, что стало немного спокойнее. На 3-й неделе она заметила, что начала иначе реагировать на стрессовые ситуации. Вместо автоматической реакции появилась пауза, момент выбора. К концу месяца коллеги стали спрашивать, что с ней произошло. Она словно излучала какой-то внутренний свет. Через 3 месяца ежедневной практики Марина спонтанно нашла решение давней бизнес-проблемы. Оно пришло к ней именно в то утреннее альфа-состояние, когда она делала практику. А через полгода она не только вышла из выгорания, но и перестроила свой бизнес так, чтобы он соответствовал ее глубинным ценностям, и запустила социальный проект, о котором давно мечтала. Самое удивительное, что Марина действительно стала источником вдохновения. Несколько ее коллег, видя ее трансформацию, тоже начали практику соединения с источником и отмечают положительные изменения в жизни. Это ежедневная утренняя практика в альфа-состоянии программирует наше подсознание на весь день, создавая паттерн восприятия и действий, согласованный с нашей истинной природой. Мы заключаем каждое утро новый союз с собой и источником. Мы заключаем союз творения и проявления, союз принятия и дарения. Каждое утро – это не просто новая страница книги вашей жизни. Это возможность взять перо в руки и стать автором этой истории, а не просто ее читателем. После того, как мы освоили практику ежедневного соединения с источником, важно углубить понимание фундаментального принципа, лежащего в основе всей нашей работы. Этот принцип – единство, выход за пределы двойственного мышления. Обратите внимание, как все предыдущие шаги естественно ведут нас к этому осознанию. Когда мы расторгаем контракты с тенью, освобождаемся от деструктивных программ, мы выходим из поля борьбы. Когда мы устанавливаем телепатический мост к источнику, мы обнаруживаем, что границы между «я» и «не я» становятся проницаемыми. Когда мы даем разрешение источнику проявляться через нас, мы перестаем отделять себя от него. Вся эта работа последовательно ведет нас за пределы двойственности. Двойственность – это линза, через которую смотрит ограниченный ум. Единство – это то, что видит пробужденное сердце. Традиционное мышление разделяет мир на добро и зло, свет и тьму, правильное и неправильное. Оно создает внутренние конфликты и проецирует их вовне. Мы оказываемся в состоянии постоянной борьбы с собой, с другими, с обстоятельствами. Именно такое мышление порождает страдания. В основе всего лежит единство. И осознание этого единства является ключом к истинной трансформации. Это не означает, что мы перестаем различать вещи или делать выборы. Скорее, мы перестаем вкладывать в эти различия энергию конфликта и противостояния. Как сказано в древних текстах, буква убивает, а дух животворит. Эта глубокая мудрость перекликается с тем, что мы обсуждали в разделе о телепатическом восприятии. Истинное понимание приходит не через анализ формы, а через прямое восприятие сути. Важен не формальный подход, не буквальное следование правилам или техникам, а глубинное понимание сути, открытость сердца и готовность быть проводником божественного присутствия в мире. Карта не территория, меню не еда, слова о любви не сама любовь. За любым описанием скрывается непередаваемая полнота непосредственного опыта. Вспомните наш пример с Мариной.
Ее трансформация произошла не потому, что она механически выполняла технику, а потому что через практику она пришла к живому опыту единства с источником. Это не мышление о единстве, а непосредственное проживание его. В состоянии единства мы обнаруживаем, что нет отдельного «я», которое должно бороться и доказывать. Есть только жизнь, проявляющаяся через бесконечное разнообразие форм, каждая из которых является выражением единого источника. В этом осознании рождается истинная свобода. Свобода не от чего-то, а для чего-то. Для творчества, для любви, для служения. Единство – это не отсутствие разнообразия, а его глубинная основа. Подобно тому, как бесконечное многообразие цветов происходит из одного солнечного света, преломленного в каплях дождя. Выход за пределы двойственности – это не концепция, которую нужно понять, а живой опыт, к которому ведет вся наша практика. Утреннее соединение с источником, телепатическое восприятие, осознание присутствия божественного внутри – все это тропинки, ведущие к одной вершине, с которой открывается вид на единство всего сущего. Ну вот, мы подошли к завершению нашего путешествия по карте внутреннего пробуждения. Оглядываясь назад, мы видим, что этот путь начинается с кризиса как возможности для трансформации. Проходит через расторжение старых контрактов с тенью, установление живой связи с божественным источником и ведет к осознанию единства всего сущего. Удивительная истина заключается в том, что раскрытие внутренней силы не требует сверхъестественных усилий или сложных техник. Оно основано на простом, но глубоком признании того, кто вы есть на самом деле, и разрешении этой истине проявиться через вашу жизнь. Это возвращение домой к себе подлинному, а не путешествие к чему-то внешнему или недостижимому. Путь к пробуждению подобен открытию глаз, а не марафону. Требуется не выносливость, а готовность увидеть то, что всегда было перед вами. Это путь без борьбы, путь признания и принятия. В мире, где нас учат достигать всего усилием воли, противостоянием и преодолением, такой подход может показаться радикальным. Но именно в этой кажущейся простоте содержится глубочайшая мудрость и трансформирующая сила. Важно отметить, что когда вы идете путем внутреннего единства, то вы развиваете особую чувствительность к любым призывам, уводящим вас от этого центра. Если вам предложат пойти воевать с кем-то, буквально или метафорически, если вам укажут на внешнего врага в нашем мире или в воображаемых сценариях, остановитесь и спросите себя, куда ведет этот путь. Каждый призыв к войне с внешним врагом – это приглашение покинуть ваш внутренний сад. Путь войны и борьбы – это всегда путь от себя, от источника. Это путь, который питается вашей жизненной энергией, требует пожертвовать своим внутренним покоем, своей связью с единством. Помните, что тот, кто призывает вас воевать против других, нуждается в вашей душе как топливе для своих амбиций. Как распознать такие пути? А очень просто. Все, что разделяет мир на «мы» и «они». Все, что требует разорвать внутреннее ощущение единства ради борьбы с другими. Все, что питается страхом и ненавистью, ведет от источника, а не к нему. Настоящее могущество никогда не нуждается в уничтожении другого. Река не враждует с камнями на своем пути. Она просто течет, огибая препятствия. И со временем даже самые твердые скалы уступают ее мягкому постоянству. Результаты пути внутреннего единства могут быть поистине чудесными. Вас ждет исцеление на всех уровнях, материальное и духовное изобилие, гармоничные отношения и подлинная любовь. Но самое главное – это обретение глубинной опоры внутри себя.
нерушимого центра покоя и ясности, который остается неизменным даже среди бурь и перемен внешнего мира. Эта опора становится компасом, указывающим путь во всех жизненных ситуациях. Она дает вам не только силу преодолевать препятствия, но и мудрость распознавать, какие препятствия являются иллюзорными и не требуют борьбы. Из этого центра рождается интуитивное понимание, когда нужно действовать, а когда лучше отпустить и позволить жизни течь своим путем. Корабль не борется с океаном. Он использует парус, чтобы уловить силу ветра. Так и мы не боремся с жизнью, а учимся улавливать ее потоки, двигаясь в гармонии с ними. Начните этот путь сегодня. Не откладывайте на завтра то, что может изменить всю вашу жизнь уже сейчас. Утреннее пробуждение в альфа-состоянии – идеальный момент для первого шага. Произнесите слова признания и разрешения, которые мы обсуждали, с открытым сердцем и готовностью к трансформации. И помните, что это не разовое решение, а ежедневная практика, путь постепенного и непрерывного пробуждения. С каждым днем связь с источником будет становиться все яснее, глубже, естественнее. Вы начнете замечать, как меняется ваше восприятие мира, как трансформируются ваши отношения, как жизнь начинает отвечать на ваше внутреннее пробуждение внешними изменениями. Жизнь – это не решение проблем, а выражение своей истинной природы. Когда вы перестаете бороться и начинаете быть, проблемы уступают место возможностям. Пусть каждый ваш шаг отныне будет озарен светом внутреннего присутствия. Не как далекий идеал, а как живая воплощенная реальность здесь и сейчас. И пусть история вашего пробуждения станет источником вдохновения не только для вас, но и для всех, кто встретится на вашем пути. Мы завершаем наш урок, но на самом деле это только начало. Настоящее путешествие происходит не в словах, а в вашем собственном опыте соединения с источником, который обновляется каждое утро с первым дыханием нового дня.